Бывают истории, которые доказывают, надежда живет даже там, где, казалось бы, опустились руки у всех окружающих. На палимом солнцем побережье штата Мичоакан в Мексике жизнь для бродячих животных никогда не была легкой. Каменистые грунтовые дороги, пыль, палящий зной и ежедневная борьба за глоток воды или выброшенную корку хлеба — вот привычная реальность, с которой сталкиваются тысячи бездомных собак. Но даже в этой суровой среде родилась история о непревзойденной верности, братиковой любви и настоящем человеческом милосердии, способном совершать рукотворные чудеса. Все началось в тот день, когда местные жители заметили на обочине дороги двух совсем маленьких щенков. Один из них, светлый бежевый малыш, суетился рядом со своей сестренкой, пушистым темным щенком с длинными ушками, похожим на помесь немецкой овчарки. На первый взгляд могло показаться, что собачки просто отдыхают на теплой земле после дневных игр. Однако при близком рассмотрении открывалась страшная картина. Темная девочка не могла встать. Ее задние лапки бессильно вытянулись вдоль сухой земли, а тело отказало. Она была полностью парализована ниже поясницы. Несмотря на беспомощность и невозможность передвигаться, малышка не была одинока. Светлый кроха-брат ни на шаг не отходил от нее. Он обнимал ее своими лапками, прижимался мордочкой к ее шее, согревал своим теплом и пытался защитить от любого, кто проходил мимо. Каким-то удивительным образом этот маленький щенок понимал, что его сестре плохо, и осознанно решил стать ее единственной опорой. Когда прохожие пытались подтолкнуть их или дать еды, братик аккуратно ложился поверх сестры, словно живой щит, показывая, что ни при каких обстоятельствах не оставит ее в беде. Местные жители, видевшие страдающие животное, обратились к ветеринарам. Однако вердикт врачей оказался безутешным. После первичного осмотра и анализов специалисты развели руками. Паралич был вызван эрлихиозом, тяжелым и коварным инфекционным заболеванием, передающимся через укусы клещей. Для взрослых собак эрлихиоз представляет огромную опасность, а для неокрепшего организма крошечного щенка он практически всегда становится смертельным приговором. Бактерии поражают кровь, суставы и нервную систему, приводя к стремительному угасанию. Ветеринары настоятельно рекомендовали усыпить малышку, считая, что спасти ее невозможно, а дальнейшее существование принесет ей лишь мучения. Информация о безнадежном случае дошла до местного волонтера и спасателя животных. Когда ему сообщили, что врачи предлагают эвтаназию, а второго щенка предлагают просто забрать или выгнать, у него сжалось сердце. Ответ спасателя был твердым и непреклонным. «Привозите обоих. Я не буду их разлучать и не позволю ей умереть, пока мы не испробуем все шансы». Когда щенков доставили к спасателю, картина превзошла все ожидания. Темная малышка была истощена и слаба, но в ее глазах горел невероятный огонек жизни. Самым поразительным было то, что даже лежа плашмя на земле и не имея возможности подняться, она продолжала радостно вилять хвостиком при виде ласкового человека. В этом маленьком хрупком тельце билось огромное, мужественное сердце, а рядом, уткнувшись носом в ее шерстку, тихо лежал ее верный братишка. Спасатель твердо решил бороться за жизнь и здоровье малышки до самого конца. Первым делом нужно было обеспечить щенкам безопасность и полноценное питание. Впервые за долгое время малыши смогли наесться досыта из одной общей миски. Даже во время еды братик постоянно оглядывался на сестру, проверяя, достается ли ей еда, и уступал лучшие кусочки. Их неразрывная связь стала главным источником эмоциональной поддержки для больного щенка. Начался долгий, кропотливый и тяжелый процесс лечения и реабилитации. Эрлихиоз требовал интенсивной терапии специальными препаратами для уничтожения инфекции и восстановления состава крови.
Но одной лишь медикаментозной помощи было недостаточно. Нужно было заново заставить работать недействующие лапки и вернуть тонус атрофированным мышцам. Для восстановления двигательной активности спасатель и ветеринары разработали целый комплекс физиотерапии. Каждый день, по несколько раз в день, малышки делали тщательный массаж задних лап, суставов и спины, чтобы стимулировать кровообращение и нервную чувствительность. Это были долгие и кропотливые процедуры. Аккуратные сгибания и разгибания лапок, растирание мышц, стимулирующие упражнения. Малышка с удивительным терпением переносила все манипуляции, тихонько поскуливая лишь от непривычных ощущений, но никогда не проявляя агрессии. Чтобы дать собаке возможность хоть как-то передвигаться и не чувствовать себя изолированной от окружающего мира, для нее подготовили специальную инвалидную коляску для животных. Когда малышку впервые закрепили в шлейке этого двухколесного экипажа, она испытала смешанные чувства. Сначала конструкция пугала ее, лапки неуклюже свисали, а колеса казались чужеродными. Но благодаря постоянным подбадриваниям спасателя, который шаг за шагом вел ее вперед и повторял «Ты сможешь, ты обязана справиться», она сделала свои первые толчки передними лапами. Коляска поехала. Малышка впервые за долгое время смогла самостоятельно двигаться по двору, исследовать запахи и следовать за своим братом. Однако спасатель не хотел останавливаться на том, чтобы щенок остался пожизненным инвалидом на колесах. Целью было полное восстановление. Качественное питание, ежедневный массаж, медикаменты и, самое главное, искренняя любовь и постоянная поддержка брата начали приносить первые плоды. Братишка постоянно находился рядом. Он прибегал к ней во время процедур, облизывал ее мордочку, когда она уставала, и задорно лаял, словно призывая вставать и играть вместе с ним. Прошло 3 недели беспрерывной напряженной борьбы. 3 недели, наполненные тревогами, надеждами, ежедневным трудом и верой в чудо. И это чудо произошло. В один из обычных дней спасатель подошел к переноске, где отдыхала малышка. Дверца была открыта. Девочка потянулась, подняла голову и неожиданно для всех, опираясь на передние лапы, сделала попытку встать. Ее задние лапки, еще недавно абсолютно неподвижные и плетью висевшие вдоль тела, дрогнули. Она напрягла мышцы, оперелась на подушечки лап и поднялась. Сначала неуверенно, пошатываясь на тонких ножках, но она стояла на всех 4 лапах самостоятельно. Спасатель не мог поверить своим глазам. Малышка сделала шаг, затем 2, 3 и вышла из переноски прямо к нему навстречу. Это был настоящий прорыв. Заболевание, которое считается смертельным и разрушительным, отступило перед невероятной волей к жизни и заботой людей. С каждым последующим днем ее движения становились все более уверенными. Вскоре она уже не просто ходила, а начала уверенно бегать, спускаться по ступенькам и играть на зеленой траве. Все ограничения остались в прошлом. Теперь по двору носились уже не беспомощный инвалид и его защитник, а 2 абсолютно здоровых, озорных и счастливых щенка. Они вместе догоняли друг друга, кувыркались в траве, радостно лаяли и наслаждались каждым мгновением своего детства. Глядя на то, как эта маленькая собачка преодолела смертоносную болезнь и паралич, невозможно не поражаться силе духа животных. Она не просто выжила, она полностью восстановилась и вернула себе радость полноценной жизни. И в этом огромная заслуга ее брата, который отказался оставлять ее на верную смерть в пыли на обочине, и человека, который не побоялся взять на себя ответственность и подарить шанс тому, от кого отказались остальные. Сегодня эта удивительная история подходит к своей новой, самой счастливой главе. Братишка и сестренка полностью здоровы, привиты, полны энергии и готовы к переезду в новый дом. Спасатели ищут для них любящую семью, которая оценит их невероятную преданность
и возьмет малышей вместе. Ведь разлучать эту пару после всего, что они пережили, рука об руку, было бы настоящей несправедливостью. Эта история стала ярким напоминанием для каждого из нас. Никогда не стоит сдаваться раньше времени. Даже когда диагноз кажется приговором, а обстоятельства складываются против вас, любовь, упорство и искренняя забота способны победить болезнь, вернуть способность ходить и подарить настоящую надежду на счастье.